Серия игр Call of Duty. Она то взлетала, то падала, потом вставала и сразу же падала. Но не забываем, что после падения всегда идет взлет. И как всегда, когда Infinity Ward заставила колду упасть, то люди из Stray Arch решили поднять серию на ноги и выпустить новую часть из своей серии Black Ops. И сейчас в моих руках бетка новой Call of Duty Black Ops 6. И сегодня мы ее откроем и взглянем, как же играется мультиплеер новой Call of Duty. Почему мультиплеер? А потому что они не дали доступ к зомби. А перед началом обязательно поставьте лайки, подпишитесь на канал, подпишитесь на все мои соцсети, про ТГшку тоже не забывайте, и заходите на Twitch, у меня там стримы практически каждый день. А пока Call of Duty Black Ops 6. Игру показали на презентации Microsoft, а через месяц анонсировали закрытый бета-тест с 30 августа по 4 сентября. А на момент, когда я пишу сценарий, уже 1 сентября. И что же нам дали в этом бета-тесте и как ощущается сама игрулька? Ведь логично то, что показали на презентации, не все же будет в бета-тесте. Так и оказалось. Например, как интерфейс, который ты можешь сам видоизменять, уменьшать, поставить как угодно, но в бета-тесте этого нет, и есть просто разные разновидности интерфейсов, по типу как классика, основной и многие другие. Ну ладно, это можно опустить. Что же там по самой игрульке? Ну, она очень и очень сильно отличается от MV3, в особенности из-за механик движения на 360 градусов, которые нам показали на презентации. Ведь теперь, когда ты бежишь, прыгаешь, ложишься, просто двигаешься, ты чувствуешь, как двигается твой персонаж. Ты можешь контролировать, куда он посмотрит, куда прыгнет, куда повернется, и ты прям ощущаешь персонажа. Ведь даже когда ты бегаешь, у тебя появляются наклоны на бегу, от которых лично я кайфую. Новая механика попаданий, когда тебе в кайф смотреть на анимацию смерти себя же. Это все добавило жизнь в геймплей Call of Duty. И можно его даже сравнить с последним вышедшей Modern Warfare 3. И мы наглядно увидим, что, возможно, новая колда не такая динамичная, но зато ощущается она намного приятнее, и в нее хочется все больше и больше играть. А оружие, блять, как же я кайфую от старых пушек по типу АК-74, М16, Драгунов и многие другие. И вы, конечно же, знаете, как разрабы Call of Duty относятся к оружию в игре. Оружие смотрится, как будто они прям настоящие, как будто ты их держишь в руках. А вот кастомизация — это, конечно же, не арена, где ты можешь превратить пистолет в дробовик, а обычная, простая кастомизация, в которой довольно легко разобраться каждому, и вы сможете найти для себя какую-нибудь имбовую конфигурацию. Ну или же, как и большинство варсонщиков, брать ППшку, ставить на него огромный магазин и увеличиваешь урон, и как просто половина сервера начинается ебля в жопу, у кого ППшка более скорострельнее. И насколько быстрее ты делаешь прыжки, чтобы тебе было оттуда попасть. Но я вам не говорю, что вам обязательно надо его брать, ведь их можно обыграть с помощью любого автомата. Главное вовремя нажать на левую кнопку мыши. И тут еще зависит ваши комплекты. Так, давайте их разберем. В самом начале вам дают уже готовые комплекты с разновидностью оружия, перков, гранат и так далее. Но после повышения на 4 уровень у вас все это пропадает. И вам приходится качать свои пушки. Вам приходится изучать уровни, какие у вас будут следующие обвесы. Все это изучать, и по мере того, что вы хотите прокачать, вам надо будет это все ставить, чтобы их можно было как-то кастомизировать. И после 4 уровня вы, конечно же, встречаетесь с комплектами. А там у тебя есть дополнительное оружие, гранаты, тактическое снаряжение, нож, полевая модификация и перки. Но перки я разберу вам поподробнее. Вы можете поставить 3 перка, которые вы выбираете, и они разные по случаю. Какие-то восстанавливают гранаты, где-то тебе дают побольше урона, где-то очки и различные бафы. Но если собрать 3 перка одного и того же типа, то вам выдается ваша специальность. Специальностей тут 3. Это каратель. Она позволяет тебе после убийства противника восстанавливать здоровье моментально и увеличивать скорость перемещения. Вторая — это разведчик, и она дает вам ВХ на ненадолгое время после возрождения, и вы видите индикатором по краям экрана и понимаете, откуда вас целятся. И последняя — это стратег. Она дает вам бонус к счету, и вы можете увидеть чужие снаряжения. И я, конечно же, выбрал карателя, ведь я хочу как Рэмбо просто брать и вот так расстреливать всех. И последнее, что у нас есть в комплекте, это Джокер, который вам либо дает возможность взять 2 основных оружия, то есть вам не придется брать М-ку пистолет, а вы можете взять М-ку калаш, или М-ку снайпу, или снайпу и дробовик, ну, короче, множество вариантов. Ну, или дает вам возможность взять еще один дополнительный перк, который не будет влиять на вашу специальность. Так, комплект я вам разобрал, что у нас дальше? Режимы. По режимам у нас есть тут обычный дезматч, захват флага и удержание точек. Но с обновлением добавили новый режим приказ о ликвидации, где у каждого из команды появляется чел, которого люди из другой команды должны убить. И они получают
получает за это очки. И побеждает та команда, которая набьет 150 очков. И скорее всего с обновлением будут добавлять еще больше и больше разных режимов. И конечно же новые карты. Ведь в момент написания сценария нам добавили 4-ю карту. Давайте разберем карты. Первая — это огромный пентхаус, по которому вы можете бегать и расстреливать себе противников. Вторая — это заброшенная железная дорога, одна из самых лучших карт на момент бета-теста. В магазинчике недавно добавлена карта, которая слишком открыта и фиг знает, куда можно спрятаться, убежать, если вас слишком сильно расстреливают и так далее. И военная база, тоже одна из самых лучших карт во время бета-тестирования. И каждая карта, она маленькая и подходит для всех режимов, и на них реально комфортно играть. Но разрабы нам обещают добавлять еще карты, и в общей сумме за время бета-теста должно появиться 8 карт. Ну, конечно же, как же бета-тест без багов? Но на удивление я встретил всего один. Это был баг, когда у меня исчезли все текстуры, и я играл практически в черно-белом доме. Да, я быстренько вам рассказал про бета-тест, просто его презентовал, и насчет графики я ничего не сказал, потому что графика не будет меняться у Call of Duty, скорее всего, в ближайшие лет 10, ведь они сами сообщили, что движок, на который они сейчас делают, они не будут пока что менять его. Поэтому улучшение графики мы пока что не увидим. Так, ладно, ну как-то я кратенько вам рассказал о бета-тесте, но я лучше приглашаю вас самим сыграть на бета-тест, ведь 6 сентября пройдет открытое бета-тестирование, где сможет сыграть каждый желающий, и ты уже сможешь выбрать, покупать ли тебе эту игру или же нет. Я лучше сначала посмотрю, какой выйдет зомби-режим, ведь если он выйдет говном, то я лучше просто себе куплю геймпасс, чем покупать саму игру. Ну а я пошел жрать морковки и играть в игры. Всем удачи!